Привет, друзья! Может, кто-то узнал эту песню? Она звучала в мультфильме «История игрушек» и называется «You Got a Friend in Me». Благодаря одному из моих подписчиков сегодня эта песня попала под раздачу. Для начала я уберу каподастер, потому что он нам не понадобится. Многие спрашивают в комментариях, как поставить барре, как сыграть тот или иной прием. Ребят, не удивляйтесь, а тем более не расстраивайтесь тому, если вдруг вы здесь увидите то, что мы еще не проходим на уроках. Почему? Потому что это совершенно другая рубрика. Хочу сказать, что эта песня не совсем для новичков, но я ее постарался упростить, насколько это возможно. Эта музыкальная композиция написана в таком свингованном ритме, то есть как бы в таком хромающем, прихрамывающем ритме. Пам-па-пам, па-пам, па-пам. Именно поэтому для начинающего гитариста данный ритм, может быть, не сразу будет восприниматься на слух. Давайте для начала разберемся с ритмом в этой песне. Представьте себе ровные доли. Ну, то есть вот такие вот восьмерки идут. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Ничего такого необычного, все просто, понятно. Теперь представьте, что первая доля немножко задерживается, и такая хромоножка у нас получается. Если было у нас так, то теперь, немножко прихрамывая, у нас получится вот так. Чувствуете, да, разницу? То есть, если поиграть по приглушенным струнам ровными восьмерками, восьмые доли ровно раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, то в данной песне у нас следующий ритм. Тан-та-та-та-тан-та-та-та-тан-та-та-та. Вот почувствуйте разницу. Друзья, хочу сразу сказать, что эту песню мы будем играть пальцами. Не боем, а именно пальцами, то есть перебором. Что же будет делать у нас правая рука? Большой палец у нас будет чередовать басовые струны там, где нужно. Допустим, там, где нужно пятая струна, там, где необходима шестая струна, где необходима также четвертая басовая струна. Остальные пальцы, три первых пальца, у нас будут играть следующим образом. Первый палец будет дергать всегда одну струну, а второй и третий палец будут одновременно дергать две струны. Поставим аккорд Си, это, кстати, первый аккорд этой песни. Играем большим пальцем басовую струну, потом играем первым пальцем четвертую струну, и вторым и третьим пальцем играем одновременно третью и вторую струну. Потом опять играем первым пальцем четвертую струну. То есть это будет выглядеть вот так. Помедленней. Теперь давайте попробуем поиграть и запомнить данный ритм. Следите за тем, чтобы нужный хромающий ритм не превратился в ровный. То есть вот с этого ритма, чтобы не было вот такого ритма. Это неправильно. Правильно будет вот так, запоминаем. То есть если простучать, то получится так. Пам, па-пам, па-пам. Па-пам, па-пам, пам, па-пам, па-пам, па-пам. Теперь, когда мы немножко разобрались с ритмом, давайте посмотрим на те аккорды, которые используются в этой песне. Аккорд Си. Смотрим на схему аккорда и ставим пальцы в такой же аппликатуре. Далее аккорд Си7. Просто добавляем к аккорду Си мизинец. Далее аккорд G. Именно в такой аппликатуре мы будем его использовать. Далее аккорд E7. Далее AM7. Дальше А7. Следующий аккорд D7. Также есть аккорд DM7. Далее аккорд B или B. Также в такой аппликатуре мы будем его использовать в этой песне. Следующий аккорд EM. И единственный аккорд с барре — это аккорд Ф. Для тех, кто умеет ставить барре, играем барре. Для тех, кто еще пока не умеет, будем играть его вот в такой аппликатуре. Большим пальцем нам необходимо зажать шестую струну на первом ладу,
А первым, вторым, третьим пальцем ставим вот такую вот лесенку со второй струны. Вторая струна, третья и четвертая струна. Смотрим на схему и зажимаем его в нужной нам аппликатуре. Возможно, это не очень удобно будет, но попробуйте все-таки привыкнуть, так как сыграть баре немного сложнее, чем поставить этот аккорд. Итак, переходим к самой песне. Сразу вспоминаем, что у нас должна играть правая рука. Какой ритмический рисунок. Ставим аккорд Си, это первый аккорд в этой песне. И начинаем играть с пятой струны. Большим пальцем дергаем пятую струну. Первым пальцем дергаем четвертую струну. Вторым и третьим пальцем дергаем третью и вторую струну парно, одновременно. И опять дергаем четвертую струну. То есть вот так. Не забываем про наш хромающий ритм. Пам-па-пам, пам-пам, пам-пам-пам. И нам нужно сыграть полтакта. То есть после этого меняем на аккорд G. Дергаем шестую струну большим пальцем, остальные три пальца играют по тем же самым струнам. Также полтакта. И возвращаемся на аккорд Си. Соединив два аккорда, у нас должно получиться так. Следующий аккорд Си7. Играем также полтакта. И меняем на следующий аккорд Ф. Ставим наше баре, то есть заменитель нашего баре, и играем целый такт. Дергаем шестую струну большим пальцем. После этого возвращаемся на аккорд Си. Далее Си7. Играем полтакта. А теперь давайте соединим все аккорды вместе. Далее аккорд Ф, играем полтакта. Аккорд Си, полтакта. Следующий аккорд Е7, дергаем шестую струну, остальными тремя пальцами играем также. Полтакта. Аккорд АМ7, пятая струна большим пальцем, остальные оставляем на месте. Следующий аккорд играем Ф, полтакта. Аккорд Си, полтакта. Аккорд Е7, полтакта. Аккорд АМ7, полтакта. Опять аккорд Ф, полтакта. Си, полтакта. Е7, полтакта. АМ7, полтакта. Давайте теперь с самого начала сыграем вот до этого места. Следующий аккорд D7. Этот аккорд нужно сыграть нам следующим образом. Всю эту секцию из пальцев нам необходимо спустить на одну струну вниз. И большой палец начинает играть с четвертой струны. Остальные пальцы играют то же самое. То есть первый палец дергает третью струну, а второй и третий палец дергает вторую и первую парно. Все то же самое, но только на позицию ниже. Играть нужно полтакта.
Следующий аккорд G. Не забываем дернуть шестую струну. Возвращаем пальцы обратно на исходную, то есть выше. Аккорд Си, полтакта. Аккорд А7, полтакта. Аккорд D7, полтакта. Аккорд G, полтакта. И аккорд Си. Целый такт. Тренируйтесь в медленном темпе, когда звучание ваших аккордов будет чистым, без всяких кикс, а также смена аккордов будет происходить на автомате, постепенно можете увеличивать темп. А теперь давайте сыграем куплет целиком. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember that you always said, boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Переходим к бриджу и играем следующие аккорды. Аккорд Ф играем один такт. Далее один такт играем аккорд B. Далее полтакта играем Си. Далее полтакта аккорд B. Далее аккорд Си играем один такт. Далее аккорд B играем два такта. Далее аккорд ЕМ, дергаем большим пальцем шестую струну и играем полтакта. Далее аккорд А7, полтакта. Следующий аккорд у нас ДМ7. Опять же спускаем всю нашу секцию пальцев на одну струну и начинаем играть большим пальцем с четвертой струны. Первым пальцем, обратите внимание, я зажимаю как бы малое баре. То есть первый палец зажимает у нас две струны одновременно. Вот такая вот аппликатура. Играем полтакта. Следующий аккорд, аккорд G. Поднимаем секцию пальцев наверх и играем с шестой струны. И возвращаемся в аккорд Си. Давайте целиком сыграем этот бридж. Теперь, когда мы изучили бридж, можно будет сыграть песню целиком. Форма песни такая. Куплет, куплет, бридж, куплет. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember that you always said, boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got troubles, I've got them too. You isn't anything I wouldn't do for you. We stick together and true, 'cause you got a friend in me. And you got a friend in me. Da
Та-да-да-да-да. Фа-фа-фа-да. Фа-фа. Да-да-да-да-да-да-да. Ba-da-da-da-da-da-da-da. Boy, you got a friend in me. Son, you got a friend in me. Da-da-da-da-da-da-me. Da-da-ba-da-ba-da-me. Как вы заметили, строчки «Cause you got a friend in me» повторяются 3 раза в конце куплета. Для того, чтобы перейти на повторы, необходимо сделать переход через аккорд А7. То есть «Cause you got a friend in me». Переходим. «Cause you got a friend in me». Еще раз. «Cause you got a friend in me». Закончили. Друзья, надеюсь, вам понравился этот ролик. Хоть разбор этой песни был непростой, но рубрика «Песня на заказ» не щадит никого. Потому что именно вы пишете в комментариях название той или иной песни. Если комментарий набирает наибольшее количество лайков, то эта песня попадает на разбор в следующее видео. А песня может оказаться как простой и не очень. Ну что, друзья, если вам понравилось видео, ставим лайки. И не забываем подписываться на канал. А также нажмите обязательно на колокольчик, чтобы не пропустить нового выхода. Всем пока!